Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Илья занимался предпродажной подготовкой коммерческой недвижимости. Его работа заключалась в том, чтобы приехать в закрывшийся объект, старый супермаркет, обанкротившийся фитнес-центр или заброшенный склад, отснять помещение для оценщиков и проверить, не срезали ли мародеры кабели. Работа скучная, рутинная, но платили за нее исправно. А главное, никто не стоял над душой. Тишина, пустые гулкие залы и запах старой бетонной пыли давно стали для него привычной рабочей атмосферой. В тот вечер ему достался подземный ярус закрытого торгового центра «Атриум» на самой окраине города. Сам ТЦ пустовал уже года 3 из-за бесконечных судебных тяжб между инвесторами, но огромную подземную парковку на -3 уровне решили законсервировать отдельно, чтобы конструкции здания не подмывали грунтовые воды. Владельцы хотели поскорее избавиться от балласта, и Илье нужно было составить подробный визуальный отчет о состоянии несущих колонн и гидроизоляции. На часах было около 11 ночи. Илья спустился пешком по длинному, закрученному спиралью бетонному пандусу, волоча за собой тяжелый металлический штатив и громоздкую сумку с профессиональной камерой. Шаги эхом отдавались от низкого потолка, покрытого паутиной вентиляционных труб и пучков мертвой проводки. Вокруг царил классический урбанистический полумрак. Длинные, уходящие во тьму ряды массивных бетонных колонн, выкрашенные в грязно-желтый цвет, редкие аварийные лампы, светящиеся тусклым, ядовито-зеленым светом, и далекий, едва слышный гул дренажных насосов, которые работали где-то в глубине на минимальной мощности. «Так, сектор А, начнем отсюда», – пробормотал Илья, сверяясь с распечатанным на мятом листе бумаги планом. Экран его телефона, вытащенного из кармана куртки, оставался абсолютно темным в графе приема сигнала. Здесь, на глубине 15 метров под землей, под слоями бетона, арматуры и асфальта, мобильная сеть не ловила в принципе. Он был полностью отрезан от внешнего мира, но это его не пугало. Не в первый раз. Он выставил штатив у массивной колонны с малеванным трафаретом цифрой 44 и начал настраивать камеру. Для того, чтобы огромный пустой зал получился на снимке четким, требовалось выставить долгую выдержку. Илья нажал на спуск. На секунду мощная кольцевая вспышка залила бетонные стены.
и далекие углы парковки резким, холодным, мертвенно-белым светом, обнажая каждый скол на полу и потеки ржавчины на потолке. Затвор щелкнул, возвращая пространство в привычный полумрак. Илья наклонился к превью-экрану фотоаппарата, чтобы проверить баланс белого, и нахмурился. В самом дальнем, неосвещенном углу парковки, у глухой стены, где по плану располагались закрытые щитовые и технические помещения, на снимке отпечаталось что-то инородное. Это не было силуэтом человека, бродяги или животного. Это выглядело как идеально круглое, абсолютно черное пятно, диаметром около 2 метров. Безлунной заплаткой, висящей прямо в воздухе, в полуметре от пола. Самое странное было в том, что цифровое изображение вокруг этого круга шло мелкой, дрожащей цветной рябью и горизонтальными полосами, словно матрица камеры сходила с ума от мощнейших электромагнитных помех. Илья поднял глаза от экрана и внимательно вгляделся в тот самый угол. Фонарь на его каске был выключен, но тусклого зеленого света аварийной лампы хватало, чтобы понять, там ничего не было. Обычный серый шероховатый бетон, покрытый ровным слоем вековой, никем не тревожимой пыли. Никаких пятен, никаких дыр в стене. Пыль на матрицу поймал, что ли? Или линза заляпана? Илья вздохнул, открутил объектив, тщательно протер его краем футболки и снова зафиксировал на байонете. Он повернул штатив чуть правее, меняя ракурс, чтобы захватить соседний ряд опорных конструкций, и сделал еще один снимок с той же выдержкой. Снова короткий удар ослепительно-белого света, щелчок затвора. Илья посмотрел на новый кадр. Сердце пропустило удар. Пятно не исчезло. Оно сместилось. На новом снимке черная пустота висела уже значительно ближе, аккурат между колоннами 52 и 53. И теперь оно изменило свою геометрию. Идеальный круг вытянулся, деформировался, напоминая вертикальный рваный провал в форме человеческого силуэта, у которого полностью отсутствовали конечности и голова. Края этого провала на фотографии двоились, расслаивались на отдельные пиксели и дрожали, как битый поврежденный видеофайл при плохом потоковом воспроизведении. Глава 2. Эффект выгорания. Илья почувствовал, как по затылку и спине пробежал резкий, неприятный холодок, заставивший волоски на теле встать дыбом. В подземном зале было сухо и прохладно, но воздух вокруг него внезапно и стремительно изменился. Он стал тяжелым, сухим и начал отчетливо пахнуть гарью, резким, удушливым химическим запахом сгоревшей изоляции, перегретого пластика и озона, как бывает, когда горит мощный трансформатор или плавится материнская плата компьютера. «Черту этот отчет! Да сниму завтра днем», – подумал Илья, чувствуя, как внутри нарастает необъяснимая липкая тревога. «Скажу заказчику, что на объекте проблема с проводкой и дышать нечем». Он решил не искушать судьбу. Быстро, до хруста в суставах, завинтил фиксаторы штатива, сложил его и закинул тяжелую сумку с камерой на плечо. Пора было подниматься обратно к выезду, к своей машине, оставленной на теплой, освещенной улице.
Но стоило ему сделать первый шаг в сторону выездного пандуса, как под потолком с оглушительным сухим треском лопнула ближайшая люминесцентная лампа, вспыхнув сноп фиолетовых искр. За ней с точно таким же звуком лопнула вторая, третья, четвертая. Тьма покатилась по парковке ровной, неуловимой и стремительной волной со стороны дальних секторов, буквально съедая тусклые зеленые огни аварийных выходов один за другим. Звук лопающегося стекла приближался к нему со скоростью бегущего человека. Илья выхватил из кармана мощный ручной светодиодный фонарь и щелкнул кнопкой. Яркий сфокусированный луч разрезал наступившую мгновенно темноту, выхватив узкую полосу серого бетонного пола и нижнюю часть ближайшей колонны. Илья побежал. Он точно помнил, что пандус находится всего в 30 метрах от его первой точки. Но сколько бы он ни бежал, тяжело дыша и проваливаясь кроссовками в неровности асфальта, подъем никак не появлялся. Бетонные опоры с желтыми цифрами проносились мимо его луча, но цифры путались. 44, 45, 46, 44, 45. Пространство словно закольцевалось, отказываясь выпускать его наружу. Он остановился, согнувшись пополам, пытаясь унять бешеный стук сердца и восстановить дыхание. Вокруг стояла абсолютная, противоестественная, давящая тишина. Дренажные насосы, которые до этого глухо гудели на нижних уровнях, полностью замолкли. Вентиляция отключилась. Воздух застоялся, став горячим и едким. И в этой плотной вакуумной тишине раздался звук, который заставил Илью замереть на месте, перестав дышать. Зом. Это был низкий, вибрирующий, утробный гул. Так звучит высоковольтная трансформаторная будка под колоссальной критической нагрузкой или огромный промышленный генератор за секунду до взрыва. Самое жуткое было в том, что этот звук не имел направления. Он вибрировал прямо в воздухе, отражался от стен и отдавался зудящей болью в зубах и костях Ильи. Источник этого гула находился прямо перед ним, всего в нескольких метрах, на границе света его фонаря. Илья медленно, чувствуя, как дрожит рука, поднял луч фонаря выше. В 10 шагах от него, прямо посреди проезда между колоннами, висел тот самый провал. Живьем, без объектива камеры, он выглядел еще более пугающе и противоестественно. Это не был физический объект, не был материей. Это был кусок пространства, из которого кто-то или что-то с хирургической точностью полностью вырезало реальность. Светодиодный луч фонаря, ударяясь в это пятно, просто исчезал внутри него, не отражаясь обратно ни единым фотоном. Края провала рвано хаотично дергались. Сквозь эту абсолютную черноту не было видно ни колонн, находившихся за ней, ни противоположной стены. Только первородная пустота, которая, казалось, физически втягивала в себя свет, тепло и остатки кислорода из помещения. Гул усилился, переходя на частоту, от которой закружилась голова, и изнутри от этой черноты со звуком разрываемой плотной материи или плотного картона медленно начало выдвигаться то,
что Илья сначала, повинуясь человеческим инстинктам, принял за длинную, уродливую руку. Но это была не плоть. У этого существа не было кожи, мышц или костей. Оно представляло собой плоскую геометрическую структуру, состоящуюся из множества ломаных, абсолютно черных линий, напоминающую незавершенную, полуразрушенную трехмерную модель в старом графическом редакторе или каркас сломанного полигонального объекта. У нее полностью отсутствовал объем. Она казалась плоским, двухмерным рисунком, чернильной кляксой, которая каким-то чудовищным образом обрела способность двигаться и существовать в нашем трехмерном мире. Линии внутри этой структуры скользили друг сквозь друга, мгновенно меняли углы, ломались и перестраивались. И этот неестественный, невозможный для земной физики процесс причинял глазам Ильи острую физическую боль. Его мозг, воспитанный на привычных законах перспективы и объема, просто отказывался правильно воспринимать и обрабатывать то, что видели глаза. На это существо было больно смотреть, взгляд соскальзывал, вызывая мгновенно тошноту и дикую резь в висках. Глава 3. Сбой геометрии. Ломаная черная структура, плавно колеблясь, потянулась вперед прямо к лицу Ильи. И вместе с ее приближением сам окружающий мир начал стремительно ломаться и сбоить. Пространство вокруг нее искажалось, как в неисправной компьютерной игре. Прямые желтые линии разметки на асфальте парковки вдруг изогнулись под невозможными острыми углами, завязавшись в уродливые узлы. Массивная бетонная колонна по правую руку от Ильи, плавно, словно резиновая, заваливалась на бок под углом в 45 градусов, хотя плиты потолка над ней остались абсолютно ровными и неподвижными. Сама реальность вокруг этой твари теряла свои физические свойства, превращаясь в цифровой мусор. Илья закричал от ужаса, развернулся и бросился назад. Он бежал наугад, не разбирая дороги, петляя между деформирующимися на глазах колоннами, краем глаза видя, как бетонные опоры за его спиной начинают двоиться и покрываться пиксельной сеткой. На полной скорости он пролетел очередной коридор и со всего маху уперся спиной в тяжелую холодную железную дверь насосной станции. Выхода дальше не было. Ручка отсутствовала. В петлях висел огромный, покрытый ржавчиной навесной замок советских времен. Он был заперт внутри этого бетонного мешка. Гул, зом, становился все громче. Он достиг такой силы, что Илья чувствовал его подошвами ног через обувь. Черный провал, не сбавляя темпа, двигался за ним по воздуху, легко преодолевая любые препятствия. Когда край этой пустоты случайно задел угол бетонной колонны, та не раскололась, не затрещала и не рухнула. Кусок прочнейшего бетона вместе с соприкосновением просто мгновенно, беззвучно исчез, превратившись в серую, мелкодисперсную пыль, полностью лишенную какой-либо структуры. Тварь стирала наш мир, переводя ее в свое плоское состояние. Свет. Ей нужен мрак, она ломает то, что не освещено. Внезапно на грани паники мелькнула спасательная мысль в голове Ильи. Он вспомнил, что на первом снимке, сделанном с мощной вспышкой, провал был гораздо дальше и имел четкую форму круга, а в темноте он разнесся,
и начал меняться. Руки парня действовали быстрее, чем соображал разум. Он рванул замок на сумке, выхватил камеру и, не включая ее полностью, нажал на кнопку принудительного теста вспышки, направив тяжелый осветительный блок прямо в центр надвигающегося на него угловатой пустоты. Вспышка. Короткий ослепительный, концентрированный импульс чистого белого света ударил по парковке. В этот микроскопический промежуток времени Илья увидел, как края провала судорожно сжались, словно от сильного ожога. Ломаные черные линии внутри него испуганно дернулись, закрутились спиралью и втянулись обратно в центр пустоты. Пространство вокруг на долю секунды вернуло свою нормальную, привычную геометрию. Колонна выпрямилась, разметка легла ровно на асфальт. Тварь отступила на пару шагов назад. «Работает! Прямое жесткое излучение выжигает ее структуру!» – закричал про себя Илья. Он судорожно переключил колесико режимов камеры, положение стробоскопа, непрерывной высокочастотной серии вспышек, которая использовалась для съемки динамических спортивных сцен. Илья вытянул руки вперед, наставив объектив на монстра, и до упора нажал кнопку спуска. Затвор камеры защелкал с бешеной скоростью, превращая темную подземную парковку в сумасшедший кошмарный ночной клуб. В прерывистых, бьющих в глаза сполохах белого света было отчетливо видно, как бьется, корежится и буквально разрывается на части двухмерная черная тварь. Она отчаянно пыталась продвинуться вперед к своей жертве, но каждый новый удар света выжигал ее края, заставляя черные линии распадаться на отдельные хаотичные пиксели и растворяться в воздухе. Она шипела. Этот звук был похож на статический треск старого телевизора, работающего без антенны. Илья, не переставая до боли в пальцах сжать на спуск, медленно, боком двинулся вдоль стены в сторону пандуса. Его фонарь на каске по-прежнему не работал. Единственным спасением были эти короткие импульсы света. Но у этой тактики был один огромный смертельный минус. Батарея фотоаппарата не была рассчитана на непрерывную работу стробоскопа на максимальной мощности. Индикатор заряда на маленьком верхнем дисплее бешено заморгал зловещим красным цветом. Каждая последующая вспышка становилась чуть тусклее предыдущей. Интервалы между ними начали увеличиваться. Конденсатор камеры не успевал перезаряжаться. Тварь почувствовала это. Ее ломаные линии снова начали удлиняться, нащупывая дорогу в увеличивающихся промежутках темноты. Когда до заветного бетонного пандуса, ведущего наверх, осталось всего несколько метров, камера издала протяжный, жалобный электронный писк и полностью отключилась. Экран погас. Наступила кромешная финальная тьма. В эту же секунду провал, избавившись от сдерживающего его света, мгновенно рванулся вперед, увеличившись в размерах вдвое, и заполнил собой весь проезд от пола до потолка. Ломаная черная структура из линий буквально накрыла Илью сверху, сминая его реальность. Он не почувствовал физической боли, удара или холода. Было ощущение, что из его тела в одно мгновение без остатка выдернули весь его вес, плотность и саму суть. Все вокруг, его куртка, тяжелая сумка,
Пол под ногами, стены. Мгновенно потеряла цвет, объем и фактуру, превратившись в плоскую, серую схему на листе бумаги. Илья попытался закричать от ужаса, но звуковые волны не смогли сформироваться в искаженном, потерявшем мерность пространстве. Из его гортани вылетел лишь сухой, безжизненный хрип, который тут же затих. Его левая рука, которой он до последнего мгновения сжимал рукоятку отключившейся камеры, на долю секунды оказалась внутри черного контура ломаных линий. Ему показалось, что руку расплющило гигантским прессом, превратив плоский двухмерный силуэт. С диким нечеловеческим усилием, собрав в кулак остатки воли и сознания, Илья сделал последнее движение. Он буквально выдернул свое тело из этой зоны геометрического сбоя вперед, падая ничком на шероховатый бетонный подъем пандуса. Там, где начинался наклонный въезд на верхние уровни, действие твари почему-то резко обрывалось. Она словно была привязана к идеальной горизонтальной плоскости минус 3-го уровня и не могла преодолеть наклонный рельеф. Оглянувшись назад сквозь слезы и пелену в глазах, Илья увидел, как у самого подножия пандуса рвано бьется и дрожит черная стена пустоты, не в силах сделать ни шага вверх. Эпилог. Илья выбирался на поверхность долго, ползком, цепляясь за бетонное ограждение пандуса. Когда он наконец выбрался через разбитые стеклянные двери первого этажа ТЦ на улицу, город уже вовсю просыпался. Светило яркое теплое утреннее солнце. По дорогам ехали машины. Куда-то спешили редкие прохожие. Мир был прежним, плотным, трехмерным, осязаемым и безопасным. Илья бросил сумку с дорогой аппаратурой там же, на глубине парковки, и больше никогда, даже под угрозой огромных штрафов, туда не возвращался. Более того, через месяц торговый центр «Атриум» спешно и полностью снесли. Официальные городские СМИ заявили, что в ходе проверки выяснили критическую просадку фундамента и аварийное состояние подземных перекрытий, которые внезапно, по невыясненным причинам, превратились в серую труху. Илья навсегда сменил профессию, порвав со сферой недвижимости. Теперь он работает обычным грузчиком на открытом строительном рынке. Он зарабатывает гораздо меньше, но его это не волнует. Главное, он работает только на открытом воздухе, при естественном освещении. Он панически до дрожи в коленях избегает любых подвалов, подземных переходов, лифтов и замкнутых пространств с идеальной геометрией стен. Его комната в арендованном доме заставлена круглой мебелью, там нет острых углов и прямых линий, которые могли бы напомнить ему о том кошмаре. Но то, что случилось на минус 3-м уровне, не прошло для него бесследно. Оно оставило на нем свою метку. Его левая кисть, та самая, которая на секунду попала внутрь ломаного контура твари, изменилась навсегда. На коже нет шрамов, следов химических ожогов, обморожений или пресловутых темных вен. Кожа выглядит абсолютно здоровой, но рука потеряла свою трехмерную физику, свою мерность. Если Илья поднимает руку и поворачивает кисть определенным образом, под прямым углом к наблюдателю, она мгновенно теряет объем. Она становится абсолютно плоской, как тонкий лист бумаги.
буквально исчезая из нашего трехмерного пространства для любого смотрящего. Пальцы работают, он чувствует тепло и холод, кровь циркулирует, но для человеческого глаза эта часть его тела превратилась в двухмерный плоский срез плоти, лишенный глубины. Илья вынужден постоянно носить тяжелую кожаную перчатку, чтобы не пугать окружающих. Кошмар затаился, но не исчез. Сегодня утром Илья проснулся рано и сел в кресло у окна, чтобы почитать книгу. Солнце ярко освещало комнату. За окном пели птицы. Все было спокойно, но в какой-то момент его взгляд случайно упал на стену, куда падала тень от его кресла. Солнце на небе стояло абсолютно неподвижно. На улице не было ветра, но дальний ровный край тени на обоях вдруг странно, рвано дернулся. Илья замер, боясь пошевелиться. На его глазах серая тень сломалась под неестественным идеальным углом в 90 градусов. Ее очертания начали распадаться на мелкие, хаотично прыгающие цифровые пиксели, и этот ломаный контур медленно, но верно начал расширяться вширь, превращаясь в идеально круглое, глубокое и абсолютно черное пятно пустоты, висящее прямо посреди стены его комнаты. Провал нашел его и здесь. Новая геометрия медленно переписывала его жизнь, и бежать теперь было просто некуда.